Всем привет! Сегодня Монолизация приехала в Роев ручей, в Красноярск, в гости к Манулу Борису, который приехал сюда из Новосибирска этим летом и уже успел стать звездой. Сейчас мы пойдем к нему и посмотрим, как же он здесь устроился. Зайдя в зоопарк, нас встречают три дорожки. Направо, прямо и налево. Если вам не терпится встретиться с Борисом, то вам нужно идти налево. Сейчас попробую показать, как это выглядит на карте, потому что здесь Манул еще не отмечен. Вот мы зашли здесь и вот пошли налево. Здесь вот такой вот большой вольер с птицами, хороший ориентир. И вот сюда идем, и здесь вот комплекс кошачий. И вот, я так понимаю, где-то вот здесь Борис. Идем к Борису. Пойдем немного срежем по такой красивой дорожке. Здесь вот классно, мне нравится, что расстелены такие коврики, и на них совсем не скользко. А вот этот большой вольер для птиц, про который я говорила, хороший ориентир. Такой забавный. Я ничего не понимаю в птицах, но похоже, как будто он так крылышки расставил, проветривает. Сегодня как раз ветрено и морозно. А по соседству живут тут орланы белоплечие. Смотрите, какие красивые. Кстати, в Роевом ручье у многих животных подписаны имена. Это очень классно. А мы продолжаем свой путь к нашему дорогому Боречке. Та-дам! И вот мы подходим к вольеру Бориса. Вот он, вольер Бориса. А Борис, он сидит на своей любимой полочке. Боренька, привет! Привет, дорогой! То ли не знаю, что ли доброе утро, то ли сразу уходить. Пока Боренька спит на свежем морозном воздухе, это он очень любит, давайте я покажу и расскажу о вольере Бориса. К вольеру Манула можно подойти с двух сторон. Вот отсюда и вот отсюда. Ну, кстати, есть еще такая маленькая третья сторона. Первое, что хочется сразу отметить, что вольер Бориса очень просторный, очень уютный и интересный внутри. Внизу вольера это стекло. Где-то высота его около 2 метров, может быть, чуть поменьше. А наверху это сетка. Это хорошо, значит, там хорошо циркулирует воздух, все проветривается. Здесь вот есть такая информационная табличка о Мануле. Здесь интересные факты о нем, рассказывается о его статусе в дикой природе. Манул в цифрах. Вот такая вот интересная цифра. 4 килограмм вес упитанного самца. Недавнее взвешивание Манула Бори показало, что он весит 6 килограмм 380. В общем, Боря очень упитанный самец. И вот еще есть такие маленькие информационные таблички. Здесь тоже рассказывается общая информация о виде. Кстати, кто-нибудь узнает этого Манула? И есть еще вот такая вот табличка. Особенно мне нравится вот это. Животное опасно. Не стучать по стеклу, понятно. Не наступать на привольерную зону. Не знаю, что это значит. Ну, может быть, кто-то туда не стремится. И еще одно сообщение о том, что выдается живой корм. Но мы уточнили, вообще под живым кормом у манулов подразумевается, что дают целых мышек по определенным дням. Но они также проходят проморозку. Теперь давайте посмотрим на внутреннее убранство вольера. У стекла, конечно, есть минусы, это блики, но я буду стараться максимально без них снять, но на всякий случай не обессудьте. Итак, вот это вот вход во внутренний домик Бориса. Он у него небольшой, такой уютный. Там постелено у него сено. Не поверите, там есть у него теплофон. А также там установлена видеокамера для зоологов. А вот это вот рядом, под мешковиной, это весы. Туда кладут Борису еду или ставят молоко в миске. И когда он заходит потрапезничать, он взвешивается. А из этой двери заходит кипер. Там, кстати, на бумажечке написано имя Бориса и дата его рождения. В вольере Бори много вот таких вот деревянных полочек, по которым он очень любит прыгать.
Это мне напоминает Ленинградский зоопарк. Вот здесь вот такие коряги интересные, живописные у Бориса. И мне особенно нравится, что здесь много мха. А вот на этот мох, вот сюда вот часто кладут мышек или курочку Борису. Кстати, что интересно, Борю кормят 3 раза в день. То есть всего дневной рацион разделен на 3 раза. Первый раз его кормят в 11 утра, второй раз в 2 часа дня и в 4. В этой части вольера тоже много всяких коряк, мест, где походить, попрятаться. И вот много еще вот таких вот сосновых лап, в которых можно успешно прятаться. Вот где котик? А вот нет, не видно. Очень поманули. И с этой стороны тоже такие полочки. На некоторых из них лежит мох. Хочу еще обратить внимание на крышу. Вот, не знаю, видно или нет, но вот часть крыши вольера закрыта с навесом, а часть открыта. И за счет этого в вольере всегда есть место, где лежит снег, ну, если он есть. Но при этом есть всегда зона, где снега нет. Вот обратите внимание, что вот на тех полочках самых удаленных снега нет. Ну и вот еще одна сторона, с которой можно посмотреть на Бориса, на его вольер. И, кстати, это неплохая точка, с которой его видно на его любимой полочке. Боречка. Борь. Ну нет. Он такая пушистая недвижимость. Спит. Ну, отсюда тоже можно полюбоваться на вольер Бори, оценить его простор, убранство. Вот, кстати, смотрите, следы-то везде есть, везде ходят, везде бродят. Грунт в вольере — это песок, вот отсюда видно песок. Ну, а сейчас сочетание песка и снега. Боря. Вот это да. Предлагаю вместе пройти вольер Манула и посчитать, сколько шагов. 1, 2, 3, 18. О, 18 шагов в одну сторону. И 18 и 18 шагов в другую сторону. Ой, бликует как. Так. Борь, чуть-чуть помедленнее. Потом. Вот это, кстати, его любимая полочка, и она стратегически очень верна, потому что с этой точки он может обозревать весь свой вольер, все свои владения, что вот с этой стороны, что вот с этой стороны. Очень умно. Так, давайте полюбуемся на Борю поближе. Вот так вот через камеру. Борь. Боренька. Ну все. Можно вообще никуда не торопиться, не бежать. Ох, ну привет, дорогой. Спасибо, что одарил взглядом. А это вот такой вот вид отличный у Бориса из его вольера с его любимой полочки. Он вот может любоваться на холмы. Здорово. Вот он спит. А вот с этой стороны Борис соседствует вот с тигром. Вон он его находит. С таким вот разговорчивым. И некоторые посетители спрашивают, не беспокоит ли Бориса такое соседство. Но нет, не беспокоит. Я не знаю, как первое время, но сейчас он абсолютно к этому привык. Вообще никак на него не реагирует, не реагирует ни на какие рыки. Вот, а он так вот сладенько спит. Ой-ой-ой, ничего не видно, а вот видно. Ой-ой-ой, какой разговорчивый. Ты так громко-то не шуми. Боря-то спит. Так вот, кто сосед Манула слева. Леопард. Смотрите, как рядом.
Привет, дорогой большой котик. Ой. Интересно, куда это он так смотрит? На тигра, что ли? Да. Да, ему отсюда тигр виден. Как думаете, фанаты леопардов тоже вот так вот по точечкам различают и определяют? И всего он их как много. Вот. О-хо-хо. Спасибо, кот. Это было красиво. В 10 шагах от вольера Манула есть вот такой павильон. Павильон теплолюбивых кошачьих. И это прекрасно, потому что здесь можно не только полюбоваться на этих самых кошачьих, но и погреться заодно. А зимой это очень актуально. Пойдемте. При входе здесь есть вот такой вот интересный информационный плакат. Здесь тематика кошачьих. Здесь рассказывает, что семейство кошачьих насчитывает сейчас 35-37 видов и делится на два подсемейства. Большие и малые кошки. Вот большие кошки, а вот маленькие. Так, ищем. Где наш? О, вот он. Это колобус Манульчик. Так, ну и посмотрим, какие теплолюбивые кошки у нас здесь живут. Так, справа живет ягуар по имени Яго. О, какой. Слева у нас живет африканский лев Елисей. Смотрите, как интересно. Какие-то вибрисы черные, какие-то белые, какие-то черно-белые. Интересно. Итак, в Лавровом ручье готов вам показывать очень много сонных поз. О, лапка. Ну, Лёва прям так спит качественно, как будто бы прям в ночную смену где-то работал. Ну и вообще, судя по всему, работает очень много. Какой же молодечка. Ой, лапка. Да. Ой-ой-ой, вот это злюка. А злюка проспался. Еще в зоопарке есть акватеррариум. Я не планировала снимать, но вот эта вот бородатая гамма мне очень понравилась. Такая веселая. Ой, мамочки! Что случилось? Ой-ой-ой. Видите, я говорю, веселая. Кто с кем-то в прятки играет. Гамма, ты что такая прикольная? Здесь несколько. Раз, два, три, четыре. Ну и вот этот вот веселенький. 5. Так, а вот еще одно милейшее создание. Крокодил тупорылый. Смотрите, какая улыбочка у него милая. Очарование. Вот не зря Роев ручей называется парком флоры и фауны. Помимо фауны здесь действительно очень красивая флора, очень много красивых растений, хвойных. Смотрите, какие потрясающие елки разных цветов. Вот это вот особенно мне нравится, смотрите, как красиво. И вот эта елка меня покорила своим цветом. Смотрите, он такой серый, белый, голубой, я даже не могу понять. Красота. Смотрите, лапища в снегу. Еще здесь живет черный ворон, очень разговорчивый. Ой, товарищ, ты такой красивый. Так, все, это уже мат. Окей, уходим, извините.
Вот оно, это кафе, которое работает и летом, и зимой. Леса Мелисса называется. Его вы найдете на центральной аллее. Смотрите, тут еще аисты такие прикольные сделаны. О, там сорока. Смотрите, сорока живая там прилетела. Интересно, что он там сделает? Недалеко от входа направо здесь вот есть сувенирный магазин, но сейчас он не работает. Думаю, что работает в летнее время. В Роевом ручье обещали, что сделают какой-нибудь мерч с Борисом. Так что летом сюда обязательно зайдите. Ну вот так вот здесь поживает наш дорогой Боря. Мы очень рады за его переезд. Чувствуется и видно, что его здесь очень любят и заботятся о нем. И он неоспоримая звезда зоопарка. Вот. Боря, пока-пока, дорогой. Всем пока-пока. Та-дам!